Страх болезни. Как с ним справиться? Можно ли с этим справиться? Зачем с ним справляться? Давайте разберем все эти вопросы и еще множество. Что такое вообще страх болезни? Если убрать всю наукообразную болтовню, то можно описать состояние так. Человек боится заболеть каким-то конкретным заболеванием. Из уст в уста, из поколения в поколение передается информация, что если ты боишься чем-то заболеть, то ты этим заболеешь. Должен сказать, что это утверждение имеет под собой основание. Но не всегда. И самое главное, какой вывод делают врачи и пациенты? Нужно перестать об этом думать, тогда не заболеешь. А вот это утверждение в большей степени ложное. Скажу больше. Я практически врач с более чем 30-летним стажем. И лет 20 назад я перестал верить в существование ипохондрии. Так называют людей, которые считают себя больными, но не могут точно локализовать болезнь. А также тех, у кого при обследовании не могут выявить болезни. До поры до времени. Мой опыт показывает, что эти люди действительно больны. А то, что мы не можем ничего диагностировать, ничего не значит. Когда болячка проявляется, сделать зачастую уже ничего нельзя. Мы красиво оправдываемся, чаще обвиняем больного. Но у некоторых остается неприятное чувство плохо выполненной работы. К этим некоторым отношусь и я. Поэтому я и решил сделать видео на эту тему. Давайте сначала разберемся со страхом болезни. Существует ли он вообще-то? Несомненно. Мешает ли он полноценной жизни? Безусловно. Нужно ли от него избавляться? А зачем? Ведь мы не знаем, зачем этот страх нам дан, какую функцию он выполняет. Расслабьтесь. Я не собираюсь давить вас понятиями кармы, необходимостью гештальта, богоданностью данного явления. Я материалист. И ко всем этим способам объяснения работы нашего мозга отношусь с большой долей скепсиса. Откуда вообще берется страх как таковой? Какова его материальная природа? По нашим нервам не протекают страхи и болезни, образы и звуки, только электрические импульсы, которые мы называем нервными сигналами. Единственной структурой, обеспечивающей организм электрической энергией, являются рецепторы. Они преобразуют в электрический сигнал все виды окружающей их энергии. Источником этой энергии могут быть природные явления окружающего мира, а также изменение состояния нашего организма. Рецепторы реагируют на энергию Солнца, Земли, воды, воздуха и на энергию, выделяемую при изменениях химического и физического состояния нашего организма. Сильные изменения состояния нашего организма мы воспринимаем как дискомфорт, как боль. То есть, чтобы работал наш мозг, мы можем чувствовать как источник энергии либо окружающий мир, либо боль. Когда боль сильная, яркая, выраженная, четко локализованная, то мы с легкостью ее описываем. А если это что-то невнятное, расплывчатое? Добавьте к этому ситуацию, когда этот дискомфорт сопровождает вас всю вашу жизнь. Вы не представляете себе жизнь без этого. Вы считаете, что все остальные люди чувствуют то же самое. Не чувствуют. Здоровое тело не ощущается, как не ощущается чистая вода и чистый воздух. Если вы нашли человека, который понимает ваш дискомфорт, значит у него те же проблемы со здоровьем, что и у вас. Но вот вы не можете внятно описать свои ощущения, свой дискомфорт. Что-то тянет, где-то покалывает. Особенностью вегетативной реакции является то, что они крайне расплывчаты, как в ощущениях, так и в локализации. Вы пытаетесь объяснить, что вы чувствуете. И вот вы уже ипохондрик, стимулянт, агравант. А если вы рационально мыслите, то вы скрываете свои ощущения, считаете их несущественными, то у вас развивается страх развития болезни. Вы услышали, что симптомами болезни могут быть те ощущения, которые вот так неопределенно чувствуете вы у себя. Этот страх, это состояние вас выматывает. Вы чувствуете усталость, утомление, истощение. Вы хотите избавиться от этого дефицита энергии. Поэтому ваш страх усиливается. Вы начинаете обследоваться, ничего не находите. Найти причины ваших симптомов на этом этапе современными методами медицины так же реально, как отремонтировать наручные часы разводным ключом. Откуда берется эта самая усталость, слабость, недомогание? Дело в том, что изменение состояния нашего организма, как источник энергии, имеет очень низкий коэффициент полезного действия.
Ведь если энергию природы мы просто берем, то для того, чтобы изменить физико-химический состав нашего организма, мы должны приложить туда энергию. В том числе нервную, электрическую. А откуда ее взять? Из внешних источников. Таким образом, внешняя энергия идет не на работу нервной системы, а на изменения в организме. Появляется дефицит электроэнергии в нервной системе. Мы устаем, слабеем. Чтобы избавиться от слабости, мы используем дополнительную внутреннюю энергию, что в свою очередь увеличивает дефицит энергии. Ваша усталость нарастает в математической прогрессии. Вы чувствуете себя все хуже, хуже. Ваша слабость нарастает. А вот уже ваш страх болезни приобретает органическое видимое обоснование. Теперь вашу болячку можно диагностировать. А можно ли вылечить хроническое заболевание? Лечит ли вообще современная медицина хронические заболевания? Ответьте на этот вопрос сами. Более подробно о работе нашей нервной системы вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылки я оставил в описании. Теперь перейдем к вопросу борьбы со страхом болезни. Какие способы сегодня предлагаются? Все способы можно свести к одному – отрицание страха. Мы вас обследовали, вы не можете четко объяснить, откуда у вас этот страх, значит, вы здоровы. Нечего забивать голову всякой ерундой. Не думайте об этом, и все пройдет. Правда? Вы думаете, это сработает? Если не обращать внимания на показатель уровня топлива в автомобиле, ведь машина нормально едет, то все будет нормально. Машина будет ехать бесконечно без дозаправки. Но от машины мы такой глупости не ожидаем. А от человека, пожалуйста. Чтобы сработало отрицание, должен отсутствовать физический дискомфорт. Если его нет, но вы вдруг решили, что вы можете заболеть, то да, в этом случае психологическое бегство даст результат. Но там и не было проблемы. Поэтому похвалиться результатом даже как-то неприлично. Получается, что единственный путь борьбы со страхом болезни – убрать причину, убрать вегетативный физический дискомфорт. А как это можно сделать? Сначала давайте разберем логичные ходы современной медицины и психологии. Первое. Необходимо понять свой дискомфорт, научиться слушать свое тело. Повторюсь, здоровое тело услышать невозможно. Все сколько-нибудь неприятные ощущения вы можете осознать, несмотря на то, что вы с этими ощущениями живете всю свою жизнь, 24/7. Могу дать небольшой лайфхак. Если вы чего-то делать не хотите, не пытайтесь это логично обосновать. Это значит только одно. При этом действии вы испытываете усиленный вегетативный физический дискомфорт. После того, как вы нашли свои проблемы, свой дискомфорт, вы можете уже более адресно обратиться к узкому врачу-специалисту. Может быть, он вас не обвинит, а сумеет найти проблему со здоровьем. Если врач ничего не нашел, обратитесь через какое-то время попозже. Тогда, может быть, повезет. Грустно? Да я не ставил своей задачей зарядить вас неоправданным оптимизмом. Я описываю реальное положение вещей в современной медицине. Задача увеличить количество электроэнергии, поступающей в мозг перед медициной, никогда не ставилась. А если поставить? 25 лет назад я заинтересовался принципами работы нервной системы на уровне электрофизики. Для доказательства предложенной модели был создан физиотерапевтический метод аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Перед ним исходно ставилась задача восстановления проводимости нервных путей за счет уменьшения их электрического сопротивления. В результате энергии, получаемой от внешних источников, становится более чем достаточно. Необходимость получения энергии за счет боли отпадает. При проведении сеансов вы можете не заметить уменьшение дискомфорта, если вы его и так не ощущали. Вы заметите появление легкости, увеличение энергичности, работоспособности, желаний. Все реже и реже у вас будут появляться эпизоды лени и усталости. Пока в какой-то момент ваше настроение не станет великолепным. Энергичность не начнет зашкаливать. Это значит, что в данном участке вашего опыта боль, как источник энергии, больше не участвует. Как проводятся сеансы аппаратной психотерапии аудиокатарсис? Вы надеваете наушники и продолжаете заниматься своими делами. Лучше теми, что вызывают у вас
негативные чувства. Все остальное аппаратная психотерапия сделает сама. Длительность курса зависит от того, на каком уровне эмоционального тона вы находились исходно. Если вы испытываете страх все время, то это очень низкий подуровень депрессии. Значит, вам будет необходимо не менее 20 часов сеансов. Но я думаю, что овчинка стоит выделки. Ведь в результате вы избавитесь от страха болезни. Если же вы будете прорабатывать свой страх до конца, до состояния инсайта, когда настроение становится великолепным, то вы избавитесь и от всех зачатков хронического заболевания. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Избавляйтесь от страха болезни и от самих заболеваний. Меняйте свою жизнь к лучшему. Пусть аппаратная психотерапия вам в этом поможет. Наполняйте свою жизнь энергией, счастьем. Будьте здоровы и счастливы.